Сегодня мы с вами приготовим бисквитный торт «Двойной шоколад». Он у нас будет с двумя видами мусса, с пралине, с шоколадным бисквитом. И именно с него мы и начнем. Нам понадобится для бисквита кефир, яйца, растительное масло, горячая вода, мука, какао-порошок, не сладкий, сахар, разрыхлитель, соль, сода и ванильная пудра. Итак, начнем мы с вами приготовление с того, что добавим в кефир соду. Добавляем соду в кефир, перемешиваем. Возьмите чашу побольше, потому что кефир увеличится в объеме. Масса будет постоянно набухать. Мы смешиваем все сухие ингредиенты. Мы выливаем кефир с содой. И начинаем сейчас взбивать, постепенно добавляя воду, масло и яйца. И теперь частями всыпаем нашу сухую мучную массу. Мы перемешиваем до однородности. И перекладываем в форму. Вот такая у нас получается масса. Она не сильно густая, но и не жидкая. Для выпечки бисквита нам необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Мы оборачиваем фольгой наше колечко. И выливаем наше тесто в наше колечко. В зависимости от вашей духовки время выпекания будет 50-60 минут. Сейчас мы сделаем крем из пралине с фундуком для нашего торта «Двойной шоколад». Для этого нам понадобятся сливки, нам понадобится жареный фундук, пралине, фундук или миндаль и желатин. В первую очередь замачиваем желатин в холодной воде по инструкции. Нам не важно количество воды, главное, чтобы она была холодной и покрывала наш желатин. Через 5-7 минут наш желатин будет готов к использованию. Для начала нам нужно нагреть маленькие сливки, маленькое количество сливок, чтобы распустить в них желатин. Доводим до кипения, но не кипятим. Мы отжимаем желатин и распускаем в сливках. Мы выливаем сливки с желатином. Добавляем пралине. И пробиваем блендером. Продолжая пробивать, мы добавляем холодные сливки. Перекладываем в кондитерский мешок. И убираем наш крем из пралине в холодильник минимум на 2 часа. Сейчас мы приготовим сливочный мусс для нашего торта «Двойной шоколад». Нам понадобятся сливки, сахарная пудра и желатин. То есть по факту это у нас крем-шантильи, который мы желируем. Итак, для желатина мы используем листовой желатин. Нам необходимо его замочить холодной водой. Количество воды нам не важно, главное, чтобы она была холодной и покрывала наш желатин. Вы увидите, что он будет готов к использованию, когда из пластмассового он станет таким желеобразным. На это обычно требуется 5-7 минут. Итак, после того, как он у нас стал желеобразным,
Мы отжимаем его от воды и выкладываем в отдельную чашу. После этого нам необходимо растопить его в СВЧ печи. Мы будем его нагревать до 60 градусов. Будьте аккуратны, его очень легко перегреть. Также здесь я вам не смогу подсказать точное количество секунд, потому что у всех разные микроволновки. Нам обычно требуется секунд 10-15, чтобы его растопить полностью. Будьте осторожны, вы можете легко перегреть, вы это поймете, если у вас пойдут большие пузыри. Так, я нагреваю до 60 градусов. Мы нагрели наш желатин, теперь нам необходимо его остудить до 40 градусов, и потом мы сможем влить в сливки. Мы начинаем взбивать наши сливки, для этого у нас должны быть сухие обезжиренные венчики и чаша. Сливки должны быть холодными из холодильника, взбиваем мы по нарастающей скорости от маленькой до средневысокой. Также мы добавляем частями нашу сахарную пудру при взбивании. Мы взбили наши сливки до мягких пиков. Мы вливаем желатин, помешивая венчиком. И хорошо перемешиваем. Наш мусс готов. Сейчас мы с вами приготовим шоколадный мусс для нашего торта «Двойной шоколад». Нам понадобится листовой желатин, сливки, молоко и молочный шоколад. Для начала нам нужно подготовить желатин. Мы заливаем его холодной водой. Неважно количество воды, главное, чтобы он покрывал наш желатин и вода была холодной. Мы поймем, что желатин готов, когда он станет желеобразным. Это происходит примерно за 5-7 минут. Итак, нам необходимо будет растопить молочный шоколад импульсами. Мы это сделаем в микроволновке, ставим на 30 секунд, потом помешиваем и так по 10-15 секунд постоянно помешиваем. Также мы нагреваем молоко, доводим его до кипения, но не кипятим. Мы нагрели молоко до 80 градусов, и теперь нам необходимо распустить в нем желатин. Мы переливаем почти растопленный шоколад в чашу. Выливаем на него молоко с желатином. И перемешиваем до однородности. Остужаем до 30 градусов. А пока мы будем взбивать наши сливки. Мы начинаем взбивать наши сливки. У нас должны быть полностью сухие обезжиренные венчики и чаша. Сливки должны быть холодные из холодильника. И взбиваем мы по нарастающей скорости. От маленькой, средняя и средневысокая. Мы остудили до 30 градусов и выкладываем наши сливки. Перемешиваем до однородности. Бисквит мы храним всегда в пленке. Это делается, во-первых, чтобы у нас бисквит был мягкий, без корочки, чтобы он не впитывал запахи. И сейчас мы его будем аккуратненько нарезать. Мы будем использовать кондитерскую струну. Ее можно регулировать. У нас бисквит будет высотой 2 сантиметра. И как мы используем струну? У нас оба конца должны плотно стоять на столе. Мы покрываем полностью его рукой, либо держим посередине, кому как удобнее. И мы делаем зазор и начинаем как бы пилить наш бисквит. И в самом конце, если вдруг у вас будет рваться бисквит очень сильно, то мы ведем не две стороны, а одну и придерживаем аккуратно пальцем. Все, у нас получается аккуратный ровный бисквит.
И таким же образом мы нарезаем еще 2. Мы приступаем к сборке нашего торта «Двойной шоколад». Для этого нам нужно сначала обтянуть кольцо фольгой. Теперь нам необходимо выложить ацетатной пленкой внутри колечко. Зацепляем зажимом. В качестве пропитки мы используем воду с сахарной пудрой. Мы просто смешиваем воду с сахарной пудрой и налили ее в пульверизатор. Теперь мы берем корж, который был снизу, и кладем его в наш торт. Мы пропитываем его водой с сахарной пудрой. Теперь нам необходимо выложить слой крема из пралине. Мы отрезаем край и выкладываем крем из пралине таким зигзагом. Насыпаем орешки. И выливаем наш первый белый мусс. Далее мы выкладываем следующий бисквит. Пропитываем его. Мы вновь выкладываем крем. Вновь посыпаем орехами. И заливаем вторым муссом. И выкладываем наш последний корж. И пропитываем его. Покрываем сверху пищевой пленкой. И убираем в холодильник на ночь минимум на 4 часа. Сейчас мы с вами покроем бисквитный торт велюром. Для этого мы покрыли его крем-чизом на масле и поставили в морозилку на час. Сейчас мы приготовим велюр. У нас будет велюр на молочном шоколаде. Нам понадобится какао-масло и молочный шоколад. И сейчас и шоколад, и какао-масло нам надо растопить. Топим мы их раздельно, потому что у них разная температура плавления. И потом нашу общую массу мы потом перемешаем и доведем до 45 градусов. Я иду растапливать в микроволновке какао-масло и отдельно шоколад. Мы растопили шоколад и какао-масло, перемешиваем их. Наша масса должна быть 45 градусов, потому что именно от 45 градусов у нас происходит разрушение кристаллической решетки. Итак, мы выливаем в чашу для краскопульта наш велюр. Надеваем мы включаем краскопульт. И начинаем велюрить наш торт.
Провелюрили наш торт. Итак, что мы делали? У Краскопульта у нас есть здесь, получается, сопло. Это сопло может выдавать больше крупинки или меньше. За счет чего у нас происходит бархатный эффект? За счет того, что у нас теплый велюр соприкасается с ледяной поверхностью, то есть поэтому мы держали торт в морозилке. И при соприкосновении у нас происходят такие крупинки, похожие на бархат. Здесь мы можем регулировать как раз-таки величину наших крупинок, то есть мы ставим самую мелкую, либо буквально один шажочек, чтобы у нас не совсем была прям такая пыль. Здесь также можно полностью закрыть, можно чуть-чуть приоткрыть, чтобы легче шла наша струя. И, собственно, можно поставить горизонтально, можно вертикально. Собственно, вот и все. Также мы, когда распыляем, мы держим не ровно, а мы постоянно им двигаем, то есть постоянно, и нажимаем не всегда, мы можем нажимать периодически, чтобы, не дай бог, не прокрасить где-то лишнего. И также сразу вам хочу сказать, что толстый слой велюра приведет к тому, что у нас будут трещины. Поэтому прокрашиваем, буквально он становится уже нужного нам цвета, и мы останавливаемся. Сейчас я еще чуть-чуть сверху здесь прокрашу. Также, если вы в одном месте будете долго держать, то у вас будут не красивые крупинки, а будет стекать жидкость. Поэтому будьте аккуратны, делайте быстро, тоненький слой велюра, и все будет хорошо. Наш торт готов.